Мне кажется, что большой шанс у Девона, конечно, выиграть. Он сейчас на пике. Dennis is playing God. Вот здесь Денису будет тяжело, как бы он не очень любит вот эти вот все эмоциональные игры. То есть, что как бы он такой более уравновешенный, спокойный. Хороший, добрый русский медведь против дерзкого канадца. Спонсор выпуска – компания «Сила Руков». Продукция, которой уже давно пользуются именитые спортсмены. Огромный ассортимент товара. Резиновые петли, тренажеры для рук и предплечий, расширители грифа, большой выбор эспандеров и, конечно же, ручки для армрестлинга под любые задачи. Ручки на лямках, ручки с различными насадками, цилиндр, конус, эксцентрик и многими другими. Блоки, приставки к столу и, конечно же, сами столы для армрестлинга. Продукцию компании «Сила Руков» можно заказать на сайте silarukov.rf. Есть доставка по России. Также у компании «Сила Руков» есть канал на YouTube, группа ВКонтакте и оффлайн-магазин в Москве. Добро пожаловать! Все ссылки на наших друзей мы оставляем в описании к видео. Вот здесь Денису будет тяжело, как бы он не очень любит вот эти вот все эмоциональные игры. То есть, что как бы он такой более уравновешенный, спокойный. Мне кажется, что большой шанс у Девона, конечно, выиграть. Он сейчас на пике. Денис не на пике сейчас. То есть важная оговорка. То есть действительно, я думаю, шансы есть. И, ну да, тут видишь, какая история. То, что они там что вот ругаются, да, тоже. Я, с одной стороны, Девона могу тоже понять. С другой стороны, наверное, и Дениса могу понять. Может быть, Денису действительно нужно там вот 3 месяца, чтобы вот пиковую форму набрать. А с другой стороны, смотришь на него, блин, да он такой мутант, что он в любом состоянии, мне кажется, Девона может раскатать. Но, видишь, сейчас и Денис понимает, что Девон стал какой-то вообще, ну, что он как паровоз попер. Видимо, стволовые клетки, которые он себе сейчас активно засаживает, дают ему все-таки какой-то профит, то есть работают, не знаю. Ну, в общем, удивительно, что творит человек в 48 лет, да, и, если честно, я на стороне Девона сейчас. То есть я уважаю Дениса, но как спортсмен мне сейчас нравится то, как действует Девон. Дерзко, да, вот так вот, это круто, это шоу, прежде всего, не будем забывать. Это не какая-то разборка во дворе, там, да, никто не увидит. Это шоу на большую аудиторию. И то, что творит Девон, это круто. Он творит историю. Это ж как вот Макгрегор. Макгрегор тоже был дерзкий, а какая популярность у человека. Пускай он будет таким бэд-бой. Да, Денис такой хороший будет. Хороший, добрый русский медведь против дерзкого канадца. Вот и посмотрим. Так, а что же Девон сказал Денису, там, из-за чего у них? Руслан спрашивает. Насколько я помню, Денис назвал его клоуном. Ну да, просто... Я уже не помню, к чему это был. Я смотрел это, но я что-то запамятовал. Ну, потому что, так нет, ну он просто, что типа Девон там прыгает, скачет, вечно там как-то изгаляется, но он же прикалывается все время, то очки какие-то огромные оденет, то еще что-то там тренируется вот так. Ну просто у него больше вот этой дурачится он дурачится. Вот. Ну, это ходячее шоу, конечно. Мне кажется, сколько Девон сделал для популяризации армрестлинга. Ну, вообще, да. Потому что Девон, конечно, в этом плане, он, видишь, он очень активен с аудиторией, он общается, у него же он постоянно, каждую неделю у него есть там рубрика, ему со всего мира присылают эти посылки, и он их на камеру открывает, подарки всякие. Ну, прикольно же. Ничего себе, я даже не знал. Да, там такая стебная история была, он не мог открыть консервы с фасолью, не мог найти открывашку вот эту вот. И ему прислали сразу 5 штук, что ли, открывашек, ну, от разных людей, разные открывашки. То есть, прикол, да, насколько аудитория сразу реагирует. Вот, я к тому, что вот человек как, взаимодействует постоянно с людьми, поэтому его и любят, что он как бы, делает движуху и позитив в то же время, и колет своих оппонентов иголочками, да, но почему нет-то? Можешь противостоять этому, давай, драться не надо, почему? Он же не вызывает тебя там, да, он пытается тебя, разоружить. Но я думаю, что на Дениса это не подействует, он спокоен, как танк. Ну, тем более они уже боролись. Да, и тем
поле. Девон уже пытался все это, мне Да, кажется. вспомни, насколько легко Денис его заборол. И мне кажется, что мне хочется верить, честно, в победу Девона. Ну, конечно, я понимаю, что Денис это вообще другой человек. То есть, если Девон это с одной планеты, этот вообще с какой-то Сириуса, там, не знаю. Посмотрим, интересно, очень интересно на самом деле. Потому что никто не ожидал, что РМС. Да. Вот что ты думаешь про этот поединок? Многие сейчас пишут, что это, прям слив, там, договорняк, и так, прям много комментариев. Я так лично не считаю. Не, какой слив? Это чушь полная. Это не слив был. По глазам Эрмеса все видно. Так нельзя играть. Эрмес не настолько 100%. хороший актер. Да, он не настолько 100%. хороший актер. Он спортсмен. Девон актер, да, но Эрмес нет. И просто он не ожидал. И там же видно, все понятно было. Немножечко много слов, да, от Девона. Реально он прям накалял. Он с судьями, он с он вот так вот, он разрывал все вот это вот, не давал ему сосредоточиться. Он перетягивал на себя все время центр. Да, он как будто, знаешь, вот с перетянутого центра начинал. Ну окей, если... Короче, он чемпион по факту, все, значит, это Но он случилось. прям делает вот все, что можно сделать вообще. Да, И, да. Это вот, и веслом, и парусом, как говорится. Так что, да. Но я думаю, тут еще тот фактор, что он очень неудобен для Гаспарини. У Гаспарини вот эта вот пронация со старта, мне кажется, она у него... То же самое Курдечи бил. Да, да. То же самое получилось. Договорняк, слив, и там заплатили, купили, продали. Нет, я думаю, смысла нет. Это не настолько раскрученный спорт, чтобы какие-то были договорники, и чтобы проплачивалось что-то. Просто действительно его морально подавил Ларат, нашел в нем лазейку и все, и съел его, вымучил его. А не случалось ли с Гаспарини то же самое, что с ним сделал Курдеча? Когда к нам приезжали. Да, то, что он просто неудобен. Здесь в Курдечи было меньше эмоционального, то есть просто действительно Курдечи очень такая нестандартная торпометрия, он просто громадина, тоже глыба такая высокая, очень нестандартные рычаги и достаточно он крепкий спортсмен. Он был в очень хорошей форме на тот момент. Курдечи, он приехал андердогом, и он такой был уверенный, он просто говорит, вы завтра увидите все, он на подъеме. Вот. А Гаспарини все время ходил, с ним приехала съемочная команда, на него там спонсор приехал, на него все делали все ставки. И, в общем, он все мероприятие, то есть он ходил, переживал. То есть чувствовалось по нему в день прям. Ну и поэтому, вот я говорю, переживание, оно очень сильно либо дает результат, либо не дает. И либо наоборот тебя Отнимает, да. Да, вот это часто бывает проблема у спортсменов. Кто-то перенервничает, и кто-то минус 20% на турнире покажет. А вот в чем особенность вот реально чемпионов, вот тот же самый, как Алан Залоев, вот, который с детства в турнирах. То есть для него вот эти турниры, по нему видно, он выходит спокойный, как скала, как стена. То есть у него этих внутренних переживаний. Он знает, что то есть в любом случае он победит. Друзья, уже совсем скоро мы с супругой Еленой планируем выступить на Кубке Урала среди спортсменов-инвалидов в Екатеринбурге. Кстати, Елена стала первой на турнире Big Peter Sport Show и имеет неплохие шансы войти в призы. Мы обращаемся к вам с просьбой оказать посильную помощь нам на данную поездку. Только от вас, от наших подписчиков, зависит, сможем ли мы принять участие в главных соревнованиях года. Помочь нам выехать на соревнования можно, отправив любую сумму по номеру телефона, который привязан к карте 8 920 177 55 61. И помните, добрые дела всегда возвращаются. На этом все, друзья, но надолго мы с вами не прощаемся. Вас скоро ждут новые выпуски с новыми историями и героями. Поэтому подписывайтесь на канал, ставьте лайк, если понравился ролик, пишите свое мнение в комментариях, мы все читаем и нам важно ваше мнение. И обязательно поделитесь этим видео у себя на страничке в социальных сетях. Для вас работал чемпион мира по пара-армрестлингу Зинятуллин Руслан. Текст читал Берсеркер, Курбанов Эрик, автор и режиссер канала Зинятуллин Руслан. Давай, ладно, сделай ее. Да это нечестно. Ты видела, он сразу вот так руку держал. А вот Техника. такие правила. Ну,